Mixab Video Production. Это история о том, как реально человек попал во всеми известную игру. И это при том, что у него есть реальная жизнь, он попал в игру, и он этого не осознает. Но потом к нему приходит сознание, и он ищет выход из этой игры. Это на самом деле актуальная проблема, потому что есть много людей, которые, сидя у монитора, пропускают свою жизнь. Погружаются в киберспорт и живут этим. Я считаю, что здесь такой некий, может быть, даже скрытый смысл есть. Вспомни свои первые эмоции, когда ты запустил впервые Counter-Strike. Тебе реально было интересно посмотреть, а что будет, если я спектатором вылечу, допустим, куда-то? Что вообще за границей карты? Можно ли туда попасть? Или как в старых играх, когда у тебя есть прямолинейная там дорога, а слева какая-нибудь там обочина, а за обочиной прорисованы какие-нибудь домики. И вот интересно было всегда, как хочется туда типа пробежать, а тут визуальная такая стена, и ты не можешь туда попасть. И вот судя по этому, я как бы хотел передать это чувство, что наш герой все-таки он выходит за эти границы игры. Он ищет выход и выходит. Он начал понимать то, что он в игре, и, соответственно, он начал нарушать правила игры. То есть он лазит там по крышам, ходит, там, выходит в дверь и так далее. Работу над проектом я начал еще в 2012 году и спустя 5 лет закончил. И это реально затянулось очень надолго, потому что мне приходилось постоянно отвлекаться на свою работу основную в студии. И если вычеркнуть вот эти пробелы, то в целом получается 1,5 года работы. Ноги должны писать вот так, примерно. Вот, ну чего? Меня приятно удивило то, что спустя 6 лет люди все еще продолжают оставлять какие-то комментарии там, к первой части Live. Поэтому я решил, что продолжение должно быть на высшем уровне в плане технологий и вообще исполнения. И решил снимать на камеру Red. Для тех, кто не в теме, Red — это камера, на которой снимали «Пираты Карибского моря», «Хоббит», и прочие такие фильмы голливудские. Мне удалось поработать даже с 2 камерами. Это Red Epic Mysterio и Red Epic Dragon. Съемка в основном здесь. Я пытаюсь, то есть, и меня желательно жестко пи***ть, чтобы это было по-настоящему. Да, камера и поехали. Подожди, я теперь не вижу ничего. Из этой серии, из запускания. Главному герою я придал 3 обличия. Виртуальной в игре, реальной в игре и реальной в реальном мире. 3D-модель я импортировал из игры и потом уже ее дорабатывал, можно сказать, полностью перерисовал, сделал голову, рисовал своего лица. И если маску снять или подвинуть, то можно увидеть большее сходство. Да, конечно же, своих персонажей я анимировал сам по кейфреймам, не использовал motion capture или там готовые анимации. Самая сложная анимация для меня была это монолог Лита. Сама сложность заключалась в том, что это одна сцена непрерывная на целую минуту, и он постоянно ходит, что-то делает, и камеру нельзя менять. То есть одна камера стоит, все, она снимает все как есть. Допустим, если в кадр не влезают какие-то части тела, то ты просто их не анимируешь. И здесь нельзя как бы хитрить, нельзя там обрезать анимацию, да. И поэтому это как бы слитная сцена. И должен двигаться он более-менее реалистично. Это, конечно, самое сложное было. Сначала я записал диалог, и уже потом в наушниках ходил, вот,
и выполнял вот те действия, которые он сейчас и выполняет. Кстати, спасибо Дмитрию Еворскому и Александру Кукину за помощь с этой сценой. Здесь мы использовали объектив 70-200, 3 макрокольца. И у нас остался буквально сантиметр до экрана, где мы видим, да, на экране мы запустили видео с загрузкой, которое мы очень и очень плавненько снимаем вот с этого слайдера, вот так. Тщательная подготовка к съемкам – это, наверное, даже важнее самих съемок, потому что, ну вот, к примеру, даже листовки, их нужно было сначала нарисовать, да, и нужно было потом их распечатать, потом им нужно было придать колоритный вид, покоцать их там ножницами, как-то развесить их. И вот этот процесс, он больше всего времени занимает, а не сама съемка. Сам себя не снимешь, понятное дело, да, и такую ответственную часть работы я мог возложить только на одного человека, это мой друг-коллега Максим Голов. Да. Шварц вообще не в курсе. Образ главного героя – это очень важно, и часть его образа – это костюм. Костюм готовился в ателье, его шили по моим скетчам. Наверное, где-то недели 2 или 3 я потратил на то, чтобы ездить туда, замеряться постоянно. Также ездил, подбирал материал, который мне нравится. Ну, получилось, я думаю, что вполне неплохо. Я четко знал, как я должен двигаться в кадре и что делать в тот или иной момент. Четко знал, где должна стоять камера, с какого угла она должна снимать, какой объектив должен быть у нее и какой обвес вообще. Все моменты для съемок были заранее подготовлены в виде готовых референсов, по которым уже съемочная группа и опиралась, отталкивалась. Казалось бы, 2 минуты видео, а съемки заняли 6 часов. И это только со стороны так кажется, что все просто. А на самом деле очень много подводных камней. И особенно ты это понимаешь на стадии постпродакшена. Такие вещи, как кинг волос, работа с маской или трекинг камеры, который порой вообще непростой. Вот к этому нужно быть готовым уже до съемок, знать, как снимать правильно, чтобы все получилось. Один из ключевых моментов – это сцена, когда я пробиваю стену. И, было несколько вариантов, как ее снять. Самое простое – это нарисовать там, допустим, осколки и стену саму. Посложнее вариант – это сделать стену из, допустим, пенопласта. Но я выбрал наиболее реалистичное – это газосиликатные блоки. Для меня всегда были примером слова Джеймса Кэмерона о том, что если что-то можно снять вживую, то нужно снимать. И я думаю, что это правильно, поэтому я решил сделать так.
Конечно, было немного не по себе, потому что, нужно бежать, вот они, блоки эти стоят, стена, и нужно прыгать прямо в них. А после стены идет такая ступенька, и там еще высота. В общем, прыгнул, все нормально, ничего не сломал, все получилось, но еще суть в том, что это все происходило около трассы, ездят машины, проносятся постоянно. И ребята, значит, стояли, два парня с рыболовной сетью, они стояли, ловили кирпичи. Прикольно было, да, прикольно. Короче, сейчас я побегу туда. Главное, сильно. Встань, Я волнуюсь. Нормально. И раз, и два, и три. Давай. Тебе надо снизу вверх. Только не быстро. Не быстро. Меняй. Кидай, еще старше. Вот так. Вот это, да. Раз, два, три. Звук — это неотъемлемая часть видео, по-любому. И музыка, она создает атмосферу. Это 50% успеха вообще, это музыка, да, действительно. И вот грамотный подбор музыки и вообще треков, микс треков — это очень-очень важно, я считаю. Музыка должна быть, во-первых, не заезженная, и ее вообще должен мало кто знать. И в то же время ее вот от популярности должен отделять вообще один шаг от дикой популярности. И вот этот шаг — это как раз-таки должна быть твоя работа, твое видео, вот после которого оно становится просто бомбой. Я очень благодарен музыкантам, которые пошли навстречу и дали одобрение мне на использование. Из забавных фактов, наверное, то, что все друзья, все знакомые и даже мало знакомые люди уже под конец, когда встречаемся, вместо «привет» все такие: ну чё, типа, когда Live 2 вообще будет? Я такой: да, все, уже скоро, я делаю. Такой: да сколько ты делаешь? Уже 5 лет делаешь, давай, когда чё? И вот так вот начинались все наши диалоги с ребятами. Интересный факт, то, что я начал работу с зимних сцен на ступеньках. Вот еще тогда, в 2012 году. И сейчас, к концу, когда я уже добрался, спустя 5 лет, я начинаю пересматривать материал и понимаю то, что качество уже не соответствует спустя 5 лет. И спустя столько времени я уже и выгляжу по-другому. И я подумал, что, наверное, надо просто все переделать, да и все. И эту минуту я просто сделал заново. Думаю, уже на этом примере будет понятно, с каким подходом я работал. Из каких-то мелочей напрягающих, не знаю. Наверное, это зимний фрагпарт и снег, потому что это частички постоянно, это БВХ-камера глючит, постоянно соскакивает где-то, надо переснимать ее по 1000 раз. Еще снег долго рендерится, потому что motion blur должен быть включен. И очень много вот этих технических моментов, которые просто уже под конец думаешь: быстрее бы все это уже закончилось. Типа. А иногда мне вообще становилось грустно, потому что я думал: а если сейчас со мной что-то случится? 5 лет делал, и тут бамс, и что-то случилось там с тобой, и все, и зря все делал. Я посчитал бюджет. Это, получается, $2500. И казалось бы, много. И в то же время очень мало для фильма. Много как для некоммерческого проекта, тем более, когда ты сам это все мутишь. И это очень мало для такой работы, учитывая то, что я сам там делал и моушены, и графику там, и все такое. И откуда эта цифра вообще? Это она из мелочей складывается. То есть, допустим, там костюм, аренда павильона, первую камеру я арендовывал, и так далее, и так далее, и так далее. И вот так это все дело набегает. Я, конечно, взял на себя реально огромную ношу, потому что, такие объемы один человек не должен делать по-любому. И
Но я не знаю, для меня это был как экзамен какой-то профессиональный. Я решил сделать от и до. И главное не остановиться на полпути и заканчивать. Вот это очень важно. Взидчивость и доделывать до конца, там, как бы вообще сложно не было. Mix Up Video Production.